Привет-привет, меня зовут Кристина, и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу с вами поделиться, показать, как я вяжу узор. Это ажурный узор с цепочками, как я говорю, комбинация из двух узоров на 38 петли и очень хорошо подходит для носков. В конце видео я вам вставлю схему. Там есть описание символов и сама схема. Кому нужно, можете вязать по схеме. Я уже связала один носок. Носок еще не прошел ВТО. Ну, вот видите, так выглядит этот узор. Такие вот листочки и 2 ряда цепочек. И поэтому получается такая вот готовая уже комбинация, которую можно использовать в носках. Тут я вяжу вот уже второй носок. И получается, у меня здесь связан в вышину один раппорт. Раппорт в вышину составляет 20 рядов. И, как я говорила, в ширину 38 петли. Я здесь вяжу носок резинкой 1 на 1. Тут вы вяжите как вам, лицевой гладью или другим узором. И что главное в этом узоре, если его вязать в носках, то ряд должен начинаться в середине носка. Не сбоку где-то, да, но здесь посередине у меня получается это задняя сторона носка. Ну, там, где у нас будет вывязываться пятка. Так получается. Поэтому у меня начало ряда выходит здесь. Так, я сейчас провяжу быстренько свой ряд, который у меня узор основания носка. И встретимся уже в начале этой спицы, да, где будем уже начинать вывязывать узор. Так, провязала я свою заднюю часть носка и начинаю вязать первый ряд узора. По схеме у нас первый ряд вяжется таким образом: 2 петли изнаночные, 2 петли лицевые, 3 петли изнаночные, и далее у нас 3 петли образуют вот эту вот цепочку, и вяжется это таким образом: 3 петли лицевые. Потом левой спицей подхватываем первую петлю провязанную и перетаскиваем ее через вторую и третью. Таким образом мы убавляем 1 петлю. Далее 3 лицевые. И далее мы уже начинаем вывязывать сам листочек. Делаем 1 накид, 1 петля лицевая, накид. И здесь 3 петли нам надо связать так, чтобы наклон был влево, и в тот же момент убавились 2 петли. Я вяжу это так: я беру вот эти 3 петли, я их разворачиваю так, как будто мы вяжем бабушкиным способом, потому что я вяжу классическим способом, и просто 3 петли провязываю вместе. Таким образом получается уже петля с наклоном влево. И дальше вяжем 8 петель лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом идут 3 изнаночные. Здесь у нас, так, минутку. Здесь уже опять вторая цепочка. Здесь мы опять вяжем 3 петли лицевые. Левой петлей подхватываем первую и перетаскиваем через вторую и третью. Потом 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Так, провязали мы первый ряд узора. Дальше провяжите тем узором, которым вы вяжете носок, и встречаемся
в начале второго ряда, уже где у нас будет начинаться узор. Так, провязала я. Теперь вяжем второй ряд самого узора. Так, минутку. Второй ряд у нас вяжется по рисунку. Это имеется в виду лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночные и накиды вывязываем лицевыми петлями. И у нас получается 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, извините, ниточка расслоилась, потом 2 лицевые, 3 изнаночные, накид лицевой, лицевая петля, накид провязываем лицевыми. И здесь момент, здесь главное вот эту вот 2 убавленные петли, ее надо связать так, чтобы эта петля у нас не была перекрещенная, да? Тут надо смотреть, каким образом вы убавили, и просто ее надо провязать так, чтобы она не скрестилась. Ну, и далее вяжем еще так, 1, 2, 3, 4, еще 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вяжем 3 изнаночные, потом идут 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. В дальнейшем я вам четные ряды показывать не буду, потому что все четные ряды в этом узоре, они вяжутся по рисунку. Лицевые вяжутся лицевыми, изнаночные вяжутся изнаночными, и все накиды вывязываются лицевыми. И вот смотрите, вот эти места, где я вам показывала, да, чтобы здесь петля, когда будете лицевой вывязывать, чтобы она у вас не скрестилась. Итак, я провяжу опять до конца этого места, и мы тогда с вами встретимся. Это уже у нас будет 3-й ряд. Итак, 3-й ряд. 3-й раз у нас вяжется таким образом: 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Здесь в 3-м ряду, где у нас цепочка, мы делаем прибавку. Прибавка делается таким образом: 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Далее 3 изнаночные, 1. Далее идет 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. И здесь опять 3 петли надо убавить до 1. Опять разворачиваем петли, связываем 3 петли вместе с наклоном влево. И таким образом у нас здесь получается такая вот косичка. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные. Далее у нас цепочка, где мы вяжем одну прибавку. 1 лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Далее вяжите до конца. 4-й ряд вяжете по узору, лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными, и все накиды вывязываются лицевые. И встретимся с вами в 5-м ряду. Итак, вяжем 5-й ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные,
Здесь опять из двух петель нет, из 3 петель вывязываете 2, как в первом ряду. 3 лицевыми, левую подхватываем, перетягиваем через вторую и третью. 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Здесь опять надо сделать убавку. Из 3 петель вывязать 1. Разворачиваем петли и вывязываем их вместе. Таким образом у нас продолжается косичка. Далее 4 лицевые, 3 изнаночные, опять из 3 вывязываем 2. Таким образом вяжем 3 лицевые, левую подхватываем первую, перетягиваем через вторую и третью. Далее 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязывайте до конца. 6-й ряд вяжете как все четные ряды. И встретимся с вами в 7-м ряду. Итак, 7-й ряд вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые. Здесь опять 3 петли убавляем до 1, разворачиваем петли и провязываем их все вместе с наклоном влево. 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Далее вяжите до конца 7-й ряд, 8-й ряд вяжите по узору и встречаемся в 9-м ряду. Итак, вяжем 9-й ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, левую петлю спицей подхватываем первую, перетягиваем, 3 изнаночные, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые. Здесь опять из 3 петель вывязываем 1, разворачиваем петли. Так, извините, убежала. Так, вывязываем. Главное, да, чтобы повернуты правильно были. Не хотят связываться. Так, 3 изнаночные, 3 лицевые, левой петлей подхватываем первую, перетягиваем, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Довязываете 9-й ряд до конца, 10-й ряд вяжите по узору и встречаемся в 11-м ряду. Итак, вяжем 11-й ряд. В 11-м ряду мы должны начинать вывязывать второй листочек, который идет, как это сказать, ну, он идет как в зеркальном отражении, потому что сейчас мы закончили этот листочек, а здесь начнем вязать уже как в зеркальном отражении, уже с этой стороны.
Итак, вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эти 3 петли нам надо убавить как одну петлю. Делаем таким образом, просто их с наклоном вправо вывязываем все 3 вместе. И таким образом у нас получается 1 петля. Накид, 1 петля лицевая, накид, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Вяжите дальше своим узором 11 ряд, 12 провязывайте по узору и встретимся в 13 ряду. Итак, вяжем 13 ряд. 2 петли изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, левой спицей подхватываем первую, перетягиваем, 3 изнаночные, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. Эти 3 петли надо опять убавить как лицевые, чтобы была 1 петля с наклоном вправо. Одна лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 3 лицевые, левой петлей подхватываем спицей подхватываем первую и перетаскиваем, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Потом вяжите дальше своим узором 13 ряд, 14 ряд вяжите по узорам и встречаемся в 15 ряду. Итак, вяжем 15 ряд. 2 петли изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 3 петли опять убавляем до 1 петли с наклоном вправо лицевой петлей, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Далее вяжите своим узором 15 ряд, 16 ряд вяжите по узору и встречаемся с вами в 17 ряду. Итак, вяжем 17 ряд. 2 петли изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, левой петлей подхватываем первую, перетаскиваем, 3 лицевые, нет, извините, 3 изнаночные, простите, пожалуйста,
Далее 2 лицевые. И здесь 3 петли вместе с наклоном вправо. Три лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, левой петлей подхватываем первую, перетаскиваем, 3 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Далее заканчиваете 17 ряд своим узором, 18 провязываете по узору и встречаемся в 19 ряду. Итак, вяжем 19 ряд. 2 лицевые, изнаночные, извините, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2. Далее эти 3 петли мы вяжем все вместе с наклоном вправо. Далее 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 3 изнаночных, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, довязывайте до конца 19 ряд. 20 ряд вяжите по узору и встретимся с вами в конце 20 ряда. Итак, провязала я последний 20 ряд. Таким образом мы провязали целый раппорт. В данный момент у меня в этом образце 2 раппорта. И вы видите, как листочки между собой они чередуются. Далее вяжите, начиная все, повторяя с первого ряда. И уже вышину вы можете вязать так, как вам необходимо. Если вязать этот узор поворотными рядами, если кому-то очень надо, то получается, что все четные ряды мы вяжем тоже по узору, но там получается, где у нас изнаночные, там изнаночные, где лицевые, там лицевые. А накиды вывязываются тоже лицевыми. Итак, вот такой вот узор вам в копилку. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если есть вопросы, комментарии или где-то что-то непонятно, пишите, отвечу. И в Telegram тоже. Если через видео очень трудно сделать скриншот схемы, то в Телеграме я могу тогда вам ее перекинуть уже как фотографию. Схему я вам сейчас ставлю. И спасибо, что просмотрели. Подписывайтесь на канал. И до следующего раза. Пока-пока.